Девчонки, всем привет! Сегодня хочу показать вам Smoky Eyes. Как видите, лицо у меня уже готовое. Тоналка нанесена, коррекция формы лица есть, бровки накрашены. Smoky Eyes у нас будет достаточно такой вот темный. Я буду использовать черный, какой-нибудь нюдовый и фиолетовый оттенок. При этом я постараюсь вам показать такой вариант, который будет выглядеть не вульгарно, но сексуально. Вот, ну давайте начнем. Первым делом, конечно, у нас куда мы без базы под тени. Вот, у меня такая вот немножко с перламутриком база. Я всегда, в принципе, девочкам объясняю, что база очень важна в макияже. Не база под тональное средство, вот это как раз-таки не обязательно всем наносить. А вот база под тени, она реально очень важна, потому что именно благодаря ей у вас получается такой ровный, растушеванный глаз, кстати, который держится очень хорошо на глазах, не осыпается, и тени, которые представлены у вас в палетке, ложатся действительно хорошим пигментом. Поэтому не игнорируйте базу под тени, please. Обратите внимание, вот я нанесла, смотрите, у основания базу, теперь немножко захватываю уголочек и в остаточках иду в подбровное вот это вот пространство на неподвижное веко, потому что полностью все веко должно у нас перекрыться базой. Теперь я даю где-то ему 5-7 секунд для того, чтобы зафиксироваться, и уже могу открывать глаза. Почему ему нужно зафиксироваться? Потому что база, она создает такую некую ровную пленочку, которой, да, нужно время зафиксироваться, чтобы просто не попасть вот в эту вашу складку и вот не застыть в таком вот виде. Потому что если она застынет именно так, лягут ваши тени. Дальше... Если вы хотите, чтобы ваш макияж был действительно такой томный, черный лег черным, то вообще визажисты советуют использовать подложки. Что такое подложка? Подложка это тоже база, ну то есть база, подложка это все одно и то же, но подложка у нас бывает еще, вот я сейчас использовала такую более-менее прозрачную базу, которая пленкой ложится и все, ее не видно. А есть еще подложки, которые, например, такие вот темно-коричневые или черного цвета, они, как правило, идут кремовой текстуры. Я почему объясняю вам, для того, чтобы вы просто понимали, что базы по текстуре своей тоже делятся под тени. Но если у вас нет такой базы, в принципе, не нужно бежать куда-то в магазин, спотыкаться и покупать именно ее, потому что, опять-таки, я люблю у девочек учить справляться на том, что уже имеется в кейсе, ну, в смысле, в вашей косметичке. А в косметичке стопудово у вас имеется обычно коричневый карандаш. Ну или черный, но коричневым безопаснее. Вот, берете коричневый карандаш и вот таким макаром наносите его смело-смело на веко. Это должен быть восковый карандаш. У меня сейчас карандашик от Flormar. Вот смотрите, восковый карандаш, который наносим прям от ресничек. Вот, я нанесла, видите, до своей складочки. И теперь берете кисточку и делаете растушевку. Карандашик восковый, поэтому он очень хорошо тушуется и создает вам некую такую подложку. Для того, чтобы растушевать карандаш, вообще, на самом деле, очень хорошо подходит искусственная кисть. Я взяла немножко не ту кисть, сейчас я ее поменяю. Ну вот она искусственная. Искусственной кистью намного легче тушуется от плоскостью. Видите, я работаю плоскостью. Обращайте внимание, как мастера работают кистями. Это очень важно. Вы можете пересмотреть миллион роликов Ютуба и нифига не получится повторить, а потому что вы не на то или не совсем на все обращайте внимание. Вот такой вот получился эффект красивый. Это всего лишь карандаш. Сейчас я сделаю то же самое на второе веко, и у меня практически готовый макияж уже есть. Ну, это в случае, если меня устраивает сегодня нюд.
Вот, девочки, посмотрите, этот коричневый карандаш может уже вполне заменить вам какие-то коричневые тени. Он восковый, он очень хорошо фиксируется через какое-то время. Но если, конечно, это какая-то жаркая погода, то желательно его еще потом зафиксировать тенями. Вот сейчас он выполнит нам роль подложки. Вот такая вот подложечка у нас уже имеется. А вот теперь берем черные тени. Здесь, кстати, работать нужно очень аккуратно, так как я уже лицо подготовила, и я буду стараться, чтобы у меня все это на лицо не осыпалось, но если осыпется, ну, тем лучше вы увидите, как я все это исправляю. Я беру сейчас плотную кисточку и начинаю наносить черные тени прямо на эту подложку. Для чего вообще, в принципе, была нужна эта подложка? А для того, чтобы тени, которые вы наносите, наносились более пигментированно, потому что сейчас я бы хотела, чтобы тени черные лежали реально таким глубоким черным пигментом. Для этого я взяла плотную кисть, и сейчас следующей кистью я все это дело подрастушую. Вот у основания я хочу, чтобы у меня прям все легло плотным-плотным черным цветом. Дальше я кисточку поменяла и уже наношу все это помягче в растушевке, слегка поднимаясь выше своей складочки. Потому что вот, как я уже сказала, основная чернь мне нужна прям аккурат рядом с ресничками. Все, остальное, пожалуйста, в растушевку. Вообще у Smoky Eyes миллион вариаций. И Smoky Eyes это не черный Smoky Eyes. Smoky Eyes это техника нанесения. Дальше все уже зависит от вас, какие оттенки вы выберете. Я выбрала такой вот классический темный смоки для того, чтобы вы просто поняли, что он может быть не вульгарным. Так, следующий оттенок, смотрите, я беру фиолетовый, как вариант, на самом деле мог быть любой другой оттенок. Я беру фиолетовый и начинаю наносить, заходя вот на половину того, что вы нарисовали, начинаю, заходя на этот оттенок, наносить фиолет. То есть первый оттенок у нас был черный, второй у нас идет уже такой фиолетовый. Тут у меня цель не сделать себе фиолетовый Smoky Eyes. Нет, я лишь хочу сделать красивую дымку, которая переходит в такой оттенок фиолетового. Вот у меня уже постепенно осыпается. Ну да и ладно, ничего страшного. Тем лучше для вас. Увидите, как это все можно исправить без ущерба для вашего макияжа. Помните, да, девочки? Вы можете спокойно красить, но если вы не знаете, где вам остановиться, берете вот уголок носа, уголок глаза, уголок бровки, и ниже вот этой линии желательно не идти. Все, нанесли фиолетик. Опять-таки учу справляться на том, что есть. Берете вот этой же своей кисточкой, вы можете просто скидывать остаточки аккуратно на салфетку и делать растушевку ею же. Но это в том, у меня очень много кистей, у меня полная студия косметики, но я делаю видео для вас, девочки, конкретно учу вас справляться на том, что имеется, а вряд ли в вашем арсенале, если вы не профессиональный визажист, имеется множество кистей. Вот все, что осыпалось, не трогаю, пусть себе осыпается. Теперь при желании могу взять какой-нибудь оттеночек, вот, например, светленький, и сейчас нанести на внутренний уголок. Скидываю излишки и аккуратно втушевываюсь в предыдущие оттенки.
Что такое, девочки, смоки айс? Смоки айс это дымка. Тут техника, она сама по себе рассчитана на то, чтобы рисовать дымку. Вот мы нарисовали этот глазик. Теперь мы должны обязательно сделать межресничку. Без межреснички ни один смоки не будет смотреться томно. Обратите внимание, как я зафиксировала свой глаз пальчиком. Это для того, чтобы не моргнуть в самый ответственный момент и не испортить макияж. Дальше у вас есть выбор. Либо вы рисуете себе стрелку, либо вы остаетесь а-ля в межресничке. Я делаю не стрелку, а лишь слегка выхожу за контур для того, чтобы подчеркнуть наличие ресничек, потому что сегодня я их клеить что-то не хочу. Теперь беру кисточку, все это дело растушевываю. Я постоянно растушевываю, потому что смотрится это очень аккуратно в таком случае. Видите, как отпечатывается карандаш, пока он не зафиксировался? Бывает. Так, покажу теперь, как это все дело исправить. Если вы сейчас начнете хвататься за ватные диски и спонжи, считайте, что ваш макияж пропал, потому что все, что вы нанесли до этого, просто куда-нибудь денется. Вы согреете. У меня есть несколько способов, как я это делаю. Показываю самый такой мой любимый. Это берется вот такая вот искусственная кисточка. Либо это может быть кисточка меньшего диаметра, но она должна быть искусственная. На кисточку набирается, ну давайте возьмем вот поменьше кисть. На эту кисточку набирается у меня бибишка. Бибишка для того, чтобы эта кисть начала сейчас цеплять. Вот так вот глазик оттягивается. И все это раз, вот так вот очищается. Скажу вам так, девочки, если вы сейчас возьмете какое-нибудь сухое средство, вот эти вот свои достаточно хорошо пигментированные тени, а я думаю, что они у вас такими и являются, вы просто втушуете в кожу и сделаете такие синячки. И еще, кстати, сотрете все, что вы нанесли до этого. А до этого, помните, да, у вас есть увлажнение лица, потом у вас есть тоналочка, потом у вас есть коррекция формы лица, Т-зоны, ну, того всего 5-10. А зачем, когда можно вот так вот прекрасно себе личико очистить, еще нарисовать контур стрелочки при желании, вот, излишки вы можете убрать. От того, что я набрала на кисточку бибишку, она не стерла мне все, что я нанесла, все это осталось на месте, потому что бибишечка, будучи такой жирненькой, она на себя сняла. Наверное, не каждая бибишка подходит более кремовая такая. Следующий этап — это у нас прорисовка нижнего века. Немножко будет сегодня такой смоки нестандартно, как я уже сказала, их миллион вариантов. Я беру фиолетовый карандаш и начинаю прорисовывать себе каял нижний. Прорисовываю каял и выхожу на нижнюю межресничку. Нарисовала. Теперь беру кисточку и все это аккуратненько тоже растушевываю. В данном случае у нас фиолетовый карандаш, он выполняет роль фиолетовой подложки. Согласитесь, очень красиво получается. Я специально крашу одну сторону для того, чтобы вы понимали, какую роль в данном макияже имеет смоки айс. Он просто наш глаз делает зрительно таким более томным и, естественно, большим. Естественно, если я сейчас не зафиксирую карандашик фиолетовыми тенями, то он у нас просто поползет вниз через какое-то время. Поэтому я беру на эту же кисточку фиолетовый оттенок, которым я делала переход с черного смоки айса, и фиксирую прорисованный карандашик. Чуть-чуть даже захожу на слизистую, потому что на слизистой, какой бы ни был
стойкий карандаш или какая-нибудь там гелевая подводка, на слизистой, к сожалению, долго держаться не будет, только потому что это слизистая. Может, оно и к лучшему, потому что она, видимо, себя так защищает. Вот, посмотрите, девочки, какой получился томный, красивый и не вульгарный смоки. Я сейчас, когда накрашусь полностью, думаю, вы его оцените по достоинству. И, кстати, девочки, вот он у меня, видите, сейчас, я еще раз повторюсь, у Smoky Eyes есть дофига вариантов, и сейчас вариант такого больше округленного смоки, да, а хотя сейчас я могу взять какой-нибудь холодный оттенок, могу взять те же самые тени для бровей, и сделать такую вытяжку по направлению к височкам. Сделаю все это мягко, я вообще за мягкость. И смоки, видите, как визуально сразу вытягивается. Тут уж на вкус и цвет, как говорится, товарищи, нет, выбирайте сами, какую форму Smoky Eyes вы любите. Самое главное, если вы хотите выглядеть не вульгарно, ну не перебарщивайте. Все же зависит от вас, мои красотки. Я очень люблю еще проходиться по орбиталочке, потому что именно орбиталочка дает вот эту вот естественную форму глазу. Вот такой вот красивый смоки у нас получается. Ну, а теперь я буду просто красить второй глаз. Все это было несложно, вы видели. Все это было из подручных средств, вы тоже видели. Поэтому дерзайте, пробуйте. Девочки, посмотрите, я сейчас накрасила ресницы, уже вот накрасила второй глазик. Кстати, когда мы делаем такой жгучий смоки, клеить ресницы совершенно не обязательно. Специально не прокрасила здесь нижнее веко для того, чтобы показать, что одной из вариаций Smoky Eyes является как раз-таки макияж только верхнего века, потому что интенсивность как здесь, так и здесь она совершенно одинаковая, но за счет того, что нижнее веко мы не прорисовывали, этот смотрится более лайтовым. Здесь, знаете, вариант такой, он более лифтинг, такой летящий кверху глаз, а здесь у нас получается глаз более томный, более вечерний, поэтому какой именно смоки вы себе сделаете, выбор за вами. Просто показываю вам для того, чтобы вы понимали, вы сейчас можете вот на этом варианте остановиться, накрасить реснички и такая побежала. Либо продолжаем делать вот такой вот томный глаз. Мой фиолетовый карандашик самый ходовой, посмотрите на него, на бедняжку. Ну, мой любимый. Слизистая. С межресничкой. Карандаш здесь выполняет роль фиолетовой подложки. Ну вот, девочки, смотрите, какой у нас красивый смоки получился. Жалко, конечно, что ни одно видео в любом случае не передает того эффекта, который я сейчас вижу в зеркало. А в зеркало это настолько насыщенные, такие красивые цвета. Ну, да ладно. В общем, короче, к такому яркому смоки айсу вы еще учитываете, что камера немножко так процентов 20 забрала. Я сейчас, наверное, сделаю достаточно спокойные нюдовые губы. Ну что, наверное, губы-то рисовать вас учить не надо. Мы сейчас сделаем контур, потом я прокрашу этим карандашиком полностью губы, для того, чтобы этот карандашик стал для них тоже подложкой, то есть не для них, а для помады. Потом сверху нанесу какую-нибудь нюдовую помаду, и вуаля, у нас получится красота.
Так, девочки, вот смотрите, губки мы сделали нюдовые, хотя я, если честно, планировала куда более светлые губки. И еще раз я вам покажу, что делать, если хотите посветлее, а у вас, к примеру, нет такой помады посветлее. Я вам уже говорила, что я всегда учу выходить из ситуации. И вообще, в принципе, мой посыл к вам, девочки, таков: макияж должен быть не напрягающий, должен быть легкий. И вот как-то так. Вот у меня есть такой бежевый карандашик, он у вас может быть белый. Белый, кстати, чаще встретите в косметичке у моих учениц, к примеру. Вот вы берете карандашик, и теперь этим карандашиком, ну вот смотрите, как я делаю 3D губки. Не всегда, а только, например, когда мне нужно это быстро и из того, что есть. Все, прокрасили центр. Взяли ту же самую кисть, втушевались в то, что уже нарисовали. И все. Кстати, помните, да, что вот когда вы находитесь на этапе увлажнения лица, вы обязательно должны увлажнить и губы в том числе. Они тоже должны быть увлажнены. Ну, а так, в принципе, при помощи светлого карандашика мы поменяли себе цвет губ. Вы не представляете, сколько разных секретиков и способов я даю на своих обучающих курсах. И опять-таки основным посылом на моих курсах является то, что это не сложно и сложно быть не должно. И вы можете научиться краситься сами и красить девочек. Угу. Как всегда, я немножко размываю контур. Люблю я все-таки, когда контур нечеткий, мне так больше нравится. На себе. Ну вот, девочки, в принципе, вот такой вот макияж у нас получился, Smoky Eyes. Хотела я его, конечно, сократить вам, сократить не получилось. Пишите обязательно, понравился ли он вам. Ставьте ваши лайки, подписывайтесь на мой канал. Я надеюсь, что вам нравится то, как я преподношу вам виды макияжа, и какие-то фишечки, которые я вам раскрываю, действительно вам заходят. Поэтому ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, и я буду делать для вас много-много интересного в будущем еще. Целую вас, мои красотки!